Здравствуйте, уважаемые зрители канала Лада Ладная. Эвкалипт. Применение эвкалипта. Средство помогает в лечении гриппа, гнилостного или катарального бронхита, трахеита, болезней дыхательных путей, абсцессов легких и ларингитов и тому подобное. Необходимо в стакан кипятка добавить столовую ложку эвкалипта и оставить на время, предварительно обернув тканью. Спустя пару часов следует пропустить состав через марлю или ситечко, а затем пить 3 раза в день по столовой ложке. Также можно применять это средство для полоскания. Если ангина или поражены верхние дыхательные пути, рецепт другой – залить 2 столовых ложки листьев литром воды и поставить на огонь, а затем вдыхать-выдыхать пар, идущий из кастрюли. При этом обязательно тепло одеться, чтобы тепло шло внутрь. Или можно использовать в качестве посуды чайник на медленном огне, вдыхать-выдыхать пар из носика чайника. Для избавления от язв, ран, которые не затягиваются уже давно, а также флегмон, используют следующее. Смешайте стакан кипятка только с огня с 30 граммами высушенных раскрошенных листьев растения. Поставьте на огонь минут на 30, регулярно мешайте. Затем дайте остыть и пропустите через марлю или ситечко. Используют средство как примочки. Можно добавлять в кипяток капли масла эвкалипта и вдыхать над полученным. Каналы в носу следует мазать маслом. Следующий рецепт поможет, если хронический насморк. Процедуру проводят 2 раза в день, утром и вечером. Для этого нужно взять еле теплую солоноватую воду, влить чайную ложку настойки календулы или эвкалипта на 500 мл воды и мыть составом нос, для чего слегка нагнувшись, примерно на 45 градусов, носом поглотить раствор, а затем выпустить с помощью рта. Надлежит использовать весь состав, не вставая, после чего обязательно высморкаться, отдельно каждой ноздрёй. Страдающие острыми респираторными болезнями или бронхиальной астмой должны использовать вышеуказанный рецепт в расчете по 1 столовой ложке 4 раза в день. Можно делать ингаляции, для чего нужно залить стаканом воды 20 граммов сухих листьев, измельченных, довести до кипения и держать 15 минут, а после пропустить через марлю или ситечко. Справиться с болезнями урогенитального характера, а также болезнями почек, поможет настойка из растения 2 или 3 раза в день по 15-20 капель. Эвкалипт используется при спринцеваниях в гинекологии в виде отвара для борьбы с белями, а масло эвкалипта применяется для пропитки тампона в случае, если возникла эрозия, кальпит или язва шейки матки. Кроме этого, при бронхите, плеврите или трахеите 3 раза в день принимают настойку растения, продается в аптеке, капая от 15 до 30 капель в четверть стакана воды. Свойства эвкалипта. Эвкалипт – это растение, которое используют как в современной медицине, так и в народной для профилактики и избавления от многих болезней. Он очень полезен для организма человека, ведь из листьев данного растения вырабатывают от 2 до 3% эфирного масла. Для этого листья предварительно сушат, а затем перегоняют их с использованием водяного пара. В результате получается масло с характерным мятным привкусом, цвет которого может быть от бледно-желтого или зеленого до полностью прозрачного, не имеющего цвета. Кроме этого, в листьях растения находятся горькие и дубильные вещества, смола. Положительным моментом является то, что полученное масло эвкалипта содержит аналог циниола. Он есть в розмарине, лавре и шалфее под названием эвкалиптол, действующий по тому же принципу, а также являющийся главным веществом эвкалипта. Можно назвать основные полезные вещества, которые есть в эвкалипте. Среди них целебная горечь, дубильное вещество, фитонциды, которые используются для избавления от разного рода болезнетворных микробов и бактерий. Причем по количеству имеющихся в листьях эвкалипта фитонцидов он опережает все травы и лиственные деревья, вырабатывающие эфирные масла. Ему проигрывает даже лавр благородный, известный высоким содержанием в нем антибиотических веществ растительного происхождения. Эвкалипт является незаменимым средством для избавления от многих патогенных микроорганизмов, таких как стафилококки, дизентерийная палочка и стрептококки. Он останавливает распространение трихомонад, которое поражает половые пути и довольно тяжело лечится, а также микобактерий туберкулеза, микобактерий ЛАТ. Микобактериам – род актиномицетов семейства Микобактерисей. Кроме всего прочего, эвкалипт незаменим при подозрении на лихорадку, вызванную малярией. Не случайно известна нелюбовь всех кровососущих, москитов, комаров к запаху данного растения. А созданный настой из эвкалипта служит средством, снимающим покраснение и избавляющим от зуда, вызванного укусом насекомого. Отвар эвкалипта.
Данный отвар применяется в случае гастрита с пониженной кислотностью, а также при болезненных ощущениях в области кишечника. Состав очень прост и готовится дома. Необходимо взять 2 столовых ложки листьев эвкалипта. Это будет примерно 10 грамм. Положить их в кастрюлю из эмали и добавить стакан кипятка, около 200 мл, накрыть сверху крышкой, а после поставить на водяную баню на полчаса. После следует оставить средство остывать минут на 10 в комнате, после чего пропустить через марлю или ситечко, а затем полученное отжать. Готовый состав нужно довести количеством до 200 мл с помощью кипяченой воды. Держать его следует в прохладе максимум 48 часов. Пить отвар рекомендуется по четверти стакана после приема пищи по 3 раза в день в теплом виде. Лекарство снимает воспаление, а также является антисептиком. Можно применять его для полоскания или ингаляций, добавляя в стакан воды столовую ложку состава. Настойка эвкалипта. Настойка эвкалипта используется для лечения гриппа и простуды, кашля и заболеваний дыхательных путей, гнойного мастита и гнойничковых заболеваний на поверхности тела, флегмон. Она снимает воспаление, а также является антисептическим средством. Также незаменима настойка при язве шейки матки и эрозиях. Использовать ей надлежит так. На 1 стакан кипяченой воды комнатной температуры нужно добавить чайную ложку настойки, продается в аптеке. Также настойкой можно растираться при ревматизме или радикулите, а также в случае невралгии. Противопоказания к применению эвкалипта. Обычно негативного влияния на организм человека от эвкалипта и содержащих его лекарственных средств не замечается, естественно, при условии четкого следования инструкций по применению. Кроме этого, отмечено, что масло эвкалипта не оказывает воздействия на больных нефритом, так как реакции лоханок почек при его использовании не следует. Однако нельзя исключать стандартные побочные эффекты, указываемые в инструкциях к большинству препаратов, таких как аллергия, личное неприятие или излишняя чувствительность к препарату. При нанесении на тело может появиться раздражение. Поэтому перед использованием эвкалипта или содержащих его средств нужно понаблюдать за первоначальной реакцией на него и отсутствием побочных эффектов в виде непереносимости или излишней чувствительности. Кроме этого, эвкалипт не рекомендуют использовать внутрь при таких заболеваниях, как тяжелое поражение почек или печени. Использование внутрь также неблагоприятно для детей до 2 лет. Противопоказания существуют и к ингаляциям для больных коклюшем, бронхиальной астмой и спазмами дыхательных путей. Для беременных применение эфирных масел, в том числе и эвкалиптового, допустимо только после предварительной консультации с врачом, а после нее использование должно быть максимально аккуратным и с четким следованием инструкции. Автор статьи – Соколова Нина Владимировна, фитотерапевт. Напоминаю, что данное видео имеет только информационный характер. Для лечения необходимо обратиться к врачу. Поделитесь этим видео в социальных сетях. Будьте здоровы и заходите ко мне на канал, чтобы не пропустить новые видео. Если вы еще не подписаны, то сейчас самое время подписаться и включить колокольчик.